Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы сделаем с вами общий расклад на 4 позиции. Первая, вторая, третья, четвертая. Мы посмотрим, что думает о вас сегодня загаданный человек. Итак, первая позиция. Его мысли о вас сегодня. Каковы же его мысли? Что думает о вас загаданный человек? Вы знаете, он ждет, он находится в ожидании. Чего же он ждет? Вы знаете, возможно, вы находитесь на расстоянии, либо тут должно завершиться что-то, должен завершиться какой-либо период. Возможно, он занят был там каким-то проектом, да, либо там ремонт дома делал, важный какой-то отчет на работе, да, то есть здесь такие события, которые должны завершиться. И именно завершение вот этих событий, оно положит начало чему-то новому, да, то есть внесет ясность в ваши отношения, и тогда он уже будет знать, как ему действовать. Потому что сейчас такое ощущение, что он не знает, как ему действовать. Он вроде бы и хочет каким-то образом проявиться, да, с вами повзаимодействовать, либо продолжать дальше отношения, идти в новый этап, идти на новый какой-то уровень. Но здесь есть какие-то ограничения, которые обусловлены некоторыми обстоятельствами. И эти обстоятельства, давайте посмотрим, с чем они связаны. Эти обстоятельства, после того, как они каким-то образом решатся, здесь они внесут ясность. С чем связаны вот эти обстоятельства, ограничения? Смотрите, Верховная Жрица, здесь какая-то женщина. Здесь либо он не свободен, либо вы не свободны. Скорее всего, здесь он ждет решения какой-то женщины. Как бы ни были вы, да, как бы ни были вы запасным вариантом. Вы знаете, здесь такая позиция, которая, я бы не сказала, что она очень приятная. Давайте посмотрим, какие у него вообще, что у него с этой женщиной, с этой Верховной Жрицей. Здесь непонятная ситуация. Здесь, скорее всего, тоже у вас, наверное, не треугольник, а четырехугольник. Здесь такое ощущение, что женщина от него закрывается, а он ждет ее проявления. И вы знаете, здесь, как бы это печально не звучало, но с вами будет развитие отношений только тогда, когда вот с этой вот женщиной, да, Верховной Жрицей, к которой он испытывает чувства, все прояснится. Потому что он бы хотел в первую очередь построить отношения с ней, расставить точки над «и» в отношениях с ней. И только тогда, если там все будет закончено, либо завершено, либо все будет прояснено, какая-то ситуация прояснится, тогда он двинется к вам. А будет ли у них здесь прояснение какое-то? Будет ли вот с этой вот женщиной прояснение? Да, здесь будет какой-то шанс. Здесь будет какой-то шанс. Но, вы знаете, скорее всего, у них будет все хорошо. Здесь будет шанс, но шанс на их взаимоотношения. А что же по итогу к вам? Что же по итогу к вам? С вами, смотрите, если с вами будут развиваться отношения, то будут вот сейчас по его сценарию. Вот он скажет: да, мы общаемся, но мы общаемся понедельник, среда, пятница, вот только сообщениями. Либо мы встречаемся вот там-то, вот тогда-то, тогда-то, да, ты потерпи. То есть здесь он может, вот опять же, как бы обидно не звучало, оставлять вас как запасной вариант. И здесь может быть развитие ваших отношений, но это не сейчас, это гораздо позже. Какой вам совет здесь по этой ситуации? Какой вам совет? Вы знаете, вам можно попросить помощи кого-либо. Смотрите, если вы в браке, если вы сами замужем, то погрузитесь в свой брак, в свою семью, в свою стабильность.
Если не замужем, займитесь саморазвитием, займитесь духовностью, займитесь творчеством, вдохновитесь. Вам не нужно сейчас зацикливаться на этих отношениях, потому что здесь все сугубо медленно, здесь просто очень медленно, и от вас здесь мало что зависит. Лучшее, что вы можете сейчас сделать, это заняться собой, погрузиться в какие-то дела, которые будут способствовать гармонизации вашего внутреннего мира, вашего внутреннего спокойствия. Благодарю вас, единички. Давайте посмотрим вторую позицию. Мысли загаданного человека у вас сегодня. Мысли загаданного человека у вас сегодня. Так, ну, он думает, что делать дальше. А что думает? Здесь тоже может быть выбор. Вы знаете, такое ощущение, что в ваших отношениях наступило какое-то болотце. Устал от всего. Что-то не устраивает. И вот надо что-то разрушать для того, чтобы идти дальше. Здесь у него есть претензии. Здесь ему что-то не нравится. И вот, ну, с другой стороны, это хорошо, потому что что-то менять, что-то трансформировать гораздо лучше, чем сидеть в этом болоте. А что он собирается разрушать? Трудностями будет бороться. Вы знаете, здесь очень долгое время были у вас страхи, которые мешали двигаться вперед. И здесь действительно вот с этими страхами, а страхи во многом были надуманные. Причем страхи, скорее всего, были такого обоюдного характера, и вы боялись, и он боялся. И здесь человек решил, что да, нужно бороться с этими страхами, нужно преодолевать вот эти трудности и идти вперед навстречу сближению, навстречу к вам. Что он будет делать? Вы знаете, сначала каких-то активных действий от него не ждите. Сначала он погрузится в себя, он свои вот эти внутренние страхи проработает, он как следует останется с ними один на один, да, для того, чтобы вот в них разобраться. Он понимает, что надо с ними бороться, иначе он к вам навстречу не выйдет. Но какой-то период времени он вот будет сидеть один сам с собой, со своими страхами и думать, и взвешивать. А в чем здесь причина-то, почему он боится? Здесь нужно работать над отношениями, либо нужно работать, зарабатывать вот именно деньги, а здесь он не может с чем-то распрощаться. А с чем он не может распрощаться? Здесь есть какая-то неопределенность. Здесь нужно чем-то жертвовать. А чем нужно жертвовать? Нужно делать выбор, скорее всего, выходить из зоны комфорта. И он опять ждет, что-то все ждуны какие-то сегодня. Но действовать-то ты будешь, действовать ты хоть будешь. Ладно, вот сейчас ты закрываешься и уходишь в отшельники. Угу. Королева мечей. Вы знаете, действовать он будет, но, скорее всего, при помощи какой-то женщины. Смотрите, скорее всего, попросит помощи третьих лиц. Либо, опять же, есть третье лицо, с которым нужно поставить точки в отношениях, да, пожертвовать чем-то, пожертвовать, ну, мечевые, как правило, у нас бывшие выходят. То есть здесь окончательно человек планирует поставить точку в прошлых отношениях и двигаться дальше. Либо, смотрите, попросит помощи какой-то женщины. Это могут быть ваши общие знакомые, для того, чтобы она дала совет, либо организовала вашу встречу, либо с вами переговорила, да, чтобы вас настроила, каким-то образом поучаствовала, да, помоги, сыграй роль свахи. И что же здесь будет в итоге? Здесь, знаете, здесь будет прекрасный шанс на новое начало. Здесь будет прекрасный шанс на новое начало, но вам стоит понять, что здесь стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон. И вам нужно уметь увидеть вот ту полную половину стакана, потому что здесь есть за что цепляться, здесь есть на что опираться для того, чтобы идти дальше. Но страхи нужно проработать, и жертвовать здесь чем-то придется ему. А вам как себя вести? Какой вам совет в данной ситуации? Вы знаете, вам просто любить. Просто любить.
Да, проявлять любовь, вам нужно понять, что все в ваших руках. И ваша, так скажем, лепта здесь может быть внесена только таким образом, лепта имею в виду такая созидательная, только в том случае, если вы будете проявлять любовь и только любовь. Если вы наберетесь терпения и поймете, что в данном случае человек пойдет туда, где ему хорошо. Человек уйдет оттуда, где ему плохо, и побороть страхи, побороть вот эти сомнения ему помогут только чувства, только тепло, забота, доброта и какие-то положительные качества, которые ваши, в первую очередь, да, которые помогут ему почувствовать себя в отношениях с вами, вот как, знаете, как под теплым уютным одеялом. Благодарю вас, двоечки. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у кого отыгрывается, как у кого резонирует. Идем к третьей позиции. Что думает о вас сегодня загаданный человек? Что думает о вас загаданный человек? Император. Так, император. Здесь либо вы в браке, либо человек настроен на брак с вами, да? Если смотрите на женатого человека, на несвободного, то, соответственно, он думает о своем семейном положении. И что же этот император у нас? Угу. Смотрите, но здесь тоже есть третье лицо. Скорее всего, кто-то из вас не свободен. И вот этот статус, то, что либо он женат, либо вы замужем, он заставляет человека закрываться. Заставляет человека закрываться, но при этом, смотрите, вот если смотрят женщины, то мужчина четко понимает, что вы это так, кто ему нужен. И он за вами будет наблюдать. Он за вами будет наблюдать, он будет собирать какую-то информацию, он будет подглядывать, он будет стараться каким-то образом накопать побольше сведений о вас, так скажем. Думает, мечтает. Мечтает, вы знаете, он хотел бы с вами развития отношений, он вас идеализирует, он представляет то, как могли бы складываться ваши отношения. Он даже готов к тем трудностям, которые можете вы встретить, да, на своем пути в процессе построения ваших отношений. Но здесь, знаете, здесь есть страхи. Страхи, которые тянутся из прошлого, возможно, прошлый неудачный опыт. Но здесь еще такое, что человек боится каких-то перемен. Вот здесь вот он вроде бы готов к чему-то новому, но он сопротивляется до последнего. Нет, вот я еще постою, подожду, я еще помечтаю, я еще пока не пойду. А действовать-то дальше, ну что дальше-то будет? Тоже в отшельники уходит, отстраняется, не спешит, вообще не торопится и борется, вообще борется с реальностью, борется со своими чувствами, потому что, ну, здесь однозначно хочет. А что, давайте посмотрим в чувствах-то, что у него. Обижается сейчас, может быть, ссорились, может быть, спорили. Чувства свои истинные скрывает. Но знаете, смотрите, здесь такое ощущение, что долгое время не решался показать свои чувства, не решался выразить, но тут настанет момент, когда, ну, возможно, выскажет вам все, что у него на душе накипело, потому что человек, вы очень важный в его жизни. Здесь действительно, вот, можно сказать, что его жизнь, встретив вас, его жизнь разделилась на до и после. Вы как будто бы вот перевернули весь его мир внутренний, да. Это, знаете, из серии «Никогда такого не было, и вот опять», да. Такая ситуация, когда просто человек понимает, да, вот это оно, вот это то, что мне нужно. И что же здесь будет дальше? Что же здесь? Неопределенность. Он хотел бы, конечно же, отношений, он испытывает к вам чувства, но, знаете, старается не торопиться, старается успокоиться, старается прийти к какой-то гармонии, потому что, еще раз говорю, страхи и сопротивлением переменам. А какой вам здесь совет? Как вам здесь себя вести, троечки? Рыцарь жезлов. Здесь вам, ух ты, и рыцарь мечей.
и тройка жезлов. Смотрите, вам нужно взвесить как следует все за и против. Здесь вам можно двигаться вперед, здесь вам можно сделать шаг навстречу, но для того, чтобы двигаться вперед, вам, возможно, нужно будет отсечь что-то лишнее, да, то есть подумайте, вот этот вот статус императора, если вот ваш император, да, если вы замужем и ваш император вам мешает, здесь, возможно, стоит прояснить и сказать там, да, откажусь я от своего императора, да, иди, будем строить с тобой все, что ты хочешь. Но здесь нужно как следует подумать. Здесь можно двигаться вперед, но достаточно взвешенно, обдуманно и не торопясь. Ну-ка, а если двинетесь вперед, что будет, если вы сделаете шаг? Комфорт. Но здесь будет прорыв, здесь будет однозначно сдвиг. Но здесь, смотрите, здесь опять ожидание. Здесь даже если вы сделаете шаг навстречу, здесь какой-то период времени человеку нужно будет все равно для того, чтобы дозреть, для того, чтобы внутренне подготовиться вот к этим переменам, которые грядут. Благодарю вас, троечки. Жду ваших комментариев, жду вашей обратной связи, как у кого отыгрывается, как у кого резонирует. Итак, 4-я позиция. Мысли загаданного человека о вас сегодня. Что же думает о вас загаданный человек? Что думает о вас загаданный человек? Ой, здесь человек вас любит. Здесь вот прям любовь, любовь, счастье, радость, гармония. Что еще думает о вас загаданный человек? Вы знаете, так, это что за королева пентаклей? Смотрите, здесь тоже могут быть третьи лица, с которыми нужно что-то завершать, но не знаю, как завершать. Но здесь человек понимает, что да, вы та, с кем он хочет быть вместе, но опять же, быть хочет вместе по своим правилам. И пока еще не знает, как ему действовать. Здесь может подозревать, что охотитесь вы на него как кошка за мышкой, да, и здесь ему важно понять, кто же все-таки за кем охотится, вы за ним или все-таки он за вами. Но здесь однозначно есть понимание того, что с вами отношения строить он хочет выходить с вами на новый уровень. И готов бороться и сражаться. Да, здесь вы король пентаклей, королева пентаклей. Здесь он хочет быть лидером, понимаете? Здесь будет игра по его правилам. Здесь он также вот по пустой карте, здесь еще не решил, не предпринял каких-то окончательных решений по поводу того, что он будет делать. Но он считает, что вам нужна трансформация. И он готов в ваши отношения вкладываться, он готов над вашими отношениями работать. Но здесь границы выстраивать он будет. Он будет играть только лишь по своим правилам. Вот он вам скажет, вот делаем вот так. Но здесь отношения, вы знаете, серьезные. Здесь не то, что делаем так, как я хочу, тебя совсем не слушаем. Нет, здесь он будет прислушиваться к вам, но да, здесь настроен на серьезные отношения. Торопиться не хочет, потому что, чтобы не наделать ошибок, но здесь однозначно серьезный настрой. Ему важно, чтобы вы признавали его такую главенствующую позицию, да, чтобы, ну, патриархат здесь чисто, вот такой патриархальный настрой. Я мужчина, я главный. И здесь он готов ждать, здесь он готов не торопиться, он очень спокойно будет. Если нужно, то выжидать, он очень спокойно будет решать все вопросы, причем он будет решать их по мере их поступления, да, для того, чтобы оставить в прошлом все какие-то, как сказать-то, ну, все неприятности, все невзгоды. Здесь, конечно, будут моменты, о которых он потом пожалеет. А что это будут за моменты? Отшельник, возможно, пожалеет о том, что не сразу вам доверился. Возможно, пожалеет о том, что потерял много времени. Потому что здесь есть такое, вот как будто бы осторожничает, как будто бы вот выстраивает границы. Но в итоге-то что будет?
Здесь такое ощущение, что да, вот сам дурак, надо было сразу же взаимодействовать и взаимодействовать активнее, а он что-то сидел и выжидал. Поймет, что нужно было изначально брать быка за рога. Вам какой здесь совет? Вам какой здесь совет? Меняйте все, соглашайтесь на перемены, Здесь человеку вы дороги, здесь человек вас безумно любит. Единственное, что он хочет, чтобы игра была по его правилам, но эта игра будет честной, поэтому принимайте его условия, вас он здесь не обидит. То время, которое вы тратите вот на эти кошки-мышки, оно просто будет потерянным, поэтому не теряйте времени, будьте мудрее. Здесь на ваши условия мужчина не согласится, ему нужна игра по его правилам, но еще раз говорю, это игра будет честной, и по итогу будете вы довольны. Благодарю вас все 4 позиции, кто смотрел, жду ваши лайки, комментарии, и до встречи в эфире.